привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор бусин и фурнитуры с сайта Алиэкспресс. Вот такое буйство красок у меня сегодня. И начну я с бусин. В этот раз я вот такие получила бусинки. Сейчас посмотрим. 10 миллиметров бусинка одна. И 16 штук идет в комплекте. Это перламутровые бусинки. Посмотрите, как они красиво переливаются. Есть, конечно, одна тоньше, другая толще. Это не страшно, так как это натуральный материал. И они не могут, наверное, быть идеально ровные. И хорошо проходит пин. Мне очень нравится, что здесь такие маленькие отверстия. Дает такую изюминку. Я думаю, не страшно будет, если здесь будет проглядываться тросик. Ну и хорошо проходит даже в пин. Значит, отверстия не такие маленькие. Посмотрите, какие красивые бусинки. Для одного украшения достаточно 16 бусин. Ну, а если кого-то смущает отверстие, где видно тросик будет, можно, я думаю, бисер поставить маленького размера. Ну, здесь примерно 3 миллиметра отверстия внутри. Бусинки все такие переливаются красиво. И размеры были разные. По-моему, от 6 миллиметров до 12. По-моему, так. Если кого-то интересует, посмотрите. Чем меньше бусинки, тем больше идет количество. Ну а чем больше бусинки, тем меньше количество. Я еще не успела сделать из этих бусинок украшения. Катастрофически не хватает времени. Обязательно сделаю летнее украшение коротенькое. Добавлю какого-нибудь другого цвета. И будут красивые бусики. Ну и давайте посмотрим, какие сегодня у меня бусинки. Такой приятный цвет. Нежный-нежный такой, фиолетовый. На камере он немного посветлее. Ну а в жизни такой не фиолетовый, извиняюсь, а сиреневый цвет. Сиреневый. Написано, что это нефрит, камень натуральный. Летний цвет. Не люблю я, когда приходит на такой проволоке, когда на ниточке бусинки ложатся хорошо, а на такой леске они колом стоят. Ну ничего, все равно мы снимаем это все, и уже бусинки по-другому смотрятся. Вот такие. Здесь уже фиолетовые бусинки. На камере они вот похожи, как и были на фотографии у продавца, так и на камере. Ну а в жизни они немного потемнее, чуть-чуть. Не такой яркий выраженный цвет, но все равно цвет мне понравился. Очень красивый цвет. Выбрала 8 миллиметров посмотреть, что это за бусинки, потому что они были не дешевые, но они мне понравились, и теперь, возможно, я и закажу побольше диаметр бусин, так как у продавца были и 12 миллиметров бусинки. Возможно, и 10, и 12 еще купить и сделать красивое украшение можно. Ну или с какими-нибудь бусинками скомпоновать и уже сделать другое украшение. Возможностей много. Вот эти бусинки мне очень понравились. Это граненые бусинки, но тут такие грани мягкие, выражены не ярко, а вот сглаженные такие. Дает блеск такой арбузный цвет. Написано, что это кварц. Очень красивые бусинки. Есть более прозрачные и более такой насыщенный цвет. Вот рядом видно, одна более прозрачная, другая поярче. Но ничего, они красиво выглядят все равно. Здесь ниточка видно красная внутри
Если ее убрать, они, наверное, будут побледнее, бусинки. Подобрать кулончик какой-нибудь оригинальный. И такие нежные бусинки будут, бусики. Ну вот с какой фурнитурой, надо подумать еще. Или серебро, или золото. Какое сюда больше подойдет. Я даже сейчас затрудняюсь сказать, надо прикладывать. Бывает сразу видно, что бусинки хочется сделать с золотом, например, или с серебром. А здесь я как-то задумалась, даже не знаю с какой фурнитурой цвета совместить их. Ну, подумаем. Хорошенькие бусинки. Вот эти интересные, очень даже интересные. Взяла одну ниточку, посмотреть, что это за бусинки. Написано, что это семена бодхи. Но они так интересно звенят. Такой звук, если вам слышно. Не похожи они на пластмассовые бусинки, так как и вес у них есть. И такие вкрапления черные интересные. Вот такие оригинальные. И мне захотелось побольше таких бусин большого диаметра. Ну, можно и такие бусинки, не знаю, может быть с черным, но с черным будет как-то скучновато. Я думаю, с белыми. Или просто оставить такие бусинки, придумать подвесочку. Тоже летний вариант красивый. Такие вкрапления интересные, точечки такие. Интересные бусинки. И вот такого цвета бусинки. Прям как у меня ногти, да? Очень подходят. Написано, что это камень кианита. Но камень-то похоже, что это камень. Но насколько точно это кианит, я не могу сказать, конечно. Не знаю, но цвет интересный. На картинке был вот точно такой цвет, яркий. Но когда они пришли, немного цвет отличался, чем на картинке у продавца. Вот на камере он такой же, как на картинке. А вот в руках он у меня немного потускнее. Вот так передает у нас камера цвета. Ну а камень красивый. Видно, что это камень. И звенит он, как камень. Красивые бусинки. С белым можно сочетать, я думаю. Тоже будет неплохо. Ну, посмотрим. Все цвета красивые. И все бусинки понравились. Красивые. Ну и теперь я покажу фурнитуру. Фурнитура у меня сегодня будет вся медного цвета. Я подсобирала немного медного цвета и решила все показать вместе. Трубочки, вот такие трубочки. Я в бронзовом уже покупала такие трубочки с таким рисуночком. Интересные, красивые. И медный цвет смотрится здорово. 12 на 6 миллиметров. 20 штук идет в комплекте. И отверстие здесь 3,5 миллиметра. И цвета были разные, какие вам нужны. Вот такие интересные трубочки. Можно их поставить между бусин. Кстати, я обратила внимание, что сейчас модно украшение вот на расстоянии вот бусины, чтобы была проставочная бусина широкая и бусинки между такими. Хорошенькие. И качество хорошее, и цвет мне понравился. Первый раз покупаю. В медном цвете у меня в бронзе есть такие бусинки. А вот в медном я еще не решалась брать. Не знаю почему. И я не пожалела нисколько. Во, опять семена. Посмотрите. Даже в таких бусинках. Хотя не скажешь, что они полые. Нет, они не полые бусинки.
Вот такой рисуночек. 7 миллиметров бусинка и 20 штук идет в комплекте. Тяжеленькие, красивенькие, очень даже. Классные бусинки. Так, следующие. Это вот такие бусинки, тоже мои любимые. Я часто пользуюсь такими бусинками. У меня в разных цветах они есть. Ну, а в медном всегда тяжело найти. Вот в одном магазине я всегда и покупаю. Бусинка 6 на 4 миллиметра. Вот так 6, а толщина 4 миллиметра. И очень люблю я эти бусинки, так как они служат такую свою функцию, что можно в крупное отверстие, например, я возьму кулончик, да, и вот так поставить, и держит эта бусинка тросик ювелирный или мемори проволоку, и сам кулон или бусинка не двигается. Вот это мне нравится, что вот именно такая форма хорошо смотрится и подходит для крупных отверстий. Можно, конечно, и так проставлять, но вот жалко, да, такой рисунок красивый. И всегда такие плоские бусинки этого рисунка и не видно. Закрывают бусинки, а так они очень красивые. И всего лишь 50 штук в комплекте у этого продавца. Поэтому я часто их покупаю, как начинают заканчиваться, сразу же заказываю. Это проставочные вот такие диски. Все мы знаем про эти диски уже. И многие пользуются. Нравится мне такая форма тем, что можно бусинку и плоскую бусинку можно поставить, так как у нее вот такой изгиб интересный, да? Как шапочка на плоскую бусинку. У меня нет, жалко, под рукой плоской бусинки. И они замечательно смотрятся и в таких бусинках. И вот у меня в медном, по-моему, цвете мало осталось, и я подзаказала. 100 штук идет в наборе. И 9 на 10 миллиметров бусинки. Есть и поменьше размеры, мы знаем, таких бусин. И разных цветов тоже в магазине. Большой выбор цветов. Это вот такие колечки. Медного цвета я выбрала, потому что цветов было много. Все, по-моему, все цвета. Видно вам, да, они тоненькие, но и размеры были разные. Выбрала я медный цвет. У меня размер 25 миллиметров. По-моему, были от 8 миллиметров. И теперь я хочу еще и заказать 8 миллиметров, так как они очень плотные. Они не сгибаются, не ломаются никак. И были до 6 сантиметров даже вот такие кольца. Можно с такими колечками много что придумать. Я планировала делать серьги бисерные, но возможностей с такими колечками очень много. Вариантов придумать можно. Я думаю, 8 миллиметров еще надо заказать обязательно, потому что такой простой вариант, без рисунка, без ничего, можно на окончание ставить украшение, соединять с карабинчиком. Оно плотное. Хорошее колечко. Ну и, как я сказала, цветов было море. Здесь у меня в комплект 20 таких колечек. Вот такие интересные, да? Так, ну и следующие колечки тоже. Только уже маленькие по диаметру. И здесь идет такая текстура рифленая. Посмотрите, какие классные колечки. 8 миллиметров. И сколько? 60 штук идет в комплекте. Тоже такие я покупаю для того, чтобы ставить на окончание буса карабинчик, подсоединять, застегивать.
Посмотрите. В медном цвете очень трудно найти такие колечки. Вот в одном магазине я всегда и покупаю. У меня, по-моему, их мало осталось, поэтому я еще подзаказала, так как сейчас цены стали хорошие, устаканилось вроде бы все, цены восстановились. И разочарование хочу показать вам. Разочаровалась я в этом товаре. У меня были пусеты-гвоздики, и я нашла с трудом вот такие заглушки для гвоздиков в медном цвете, как вы видите. А они пришли мне ужасного качества. Вот сейчас я высыплю вот так кучку, посмотрите. Они все до единого, даже не знаю, и выбрать не с чего. Вот как грязные, или это уже от старости, или давно они лежали, покрылись. Может быть, это и патина такая уже, видно вам, да? Хотя я всегда читаю отзывы, и были фотографии, конечно, с медными не было фотографий, бронзовые были на фотографиях с отзывами, что хорошее качество, и другие цвета. И цветов было много в этом магазине. Мне нужны были именно медного цвета, так как у меня медных не было. Ну вот такие пришли они, некрасивые. Я расстроилась, так как у меня гвоздики. Но заходит сюда хорошо. Гвоздик и серьга бы хорошо ложилась. Ну вот видите, они грязные. Не знаю, если их помыть, они же все равно потом, наверное, испортятся. Здесь силиконовая внутри идет проставка и хорошо держит. Хорошо проходит, вот как вы видите. Были разные цвета. И под бронзу были, и даже под черное. Черный металл был. И так много, по-моему, 200 штук идет в комплекте. Ну вот, и не знаю, как их, что с ними делать. Или помыть, или уже не использовать. Вот такое бывает и разочарование. И хочу еще что-то вам показать интересное. Мне пришла подвеска, но такой подвески уже нет в магазине. У меня в рекомендованных было на странице магазин, и я увидела этот кулон всего лишь за 6 рублей. Представляете, за 6. Думаю, почему бы не взять за 6 рублей? Это что-то было неизвестно, что это было. Вот такой кулон. Конечно, я не знаю, куда его подвесить, такой кулон. Ну, может быть, когда-то я придумаю, что с ним сделать. Но грех был не взять такой кулон за 6 рублей. Это написано смола, и здесь немножко есть вкрапления грязные. Вот так выполнено. Интересно, да? И я решила его прикупить за 6 рублей. 6 рублей это, думаю, не деньги. И потом, когда уже он мне приехал, я посмотрела, что их уже в наличии нету. Распродажа была, по-моему, 90% даже. Вот так вот бывает. За 6 рублей можно что-то купить. Но это редко бывает, очень даже. Вот такая у меня была сегодня распаковка. Не знаю, понравилось вам или нет. Жду от вас комментариев. Напишите, понравилось, что вам понравилось. И было ли интересно и полезно. Жду от вас комментариев. Ну а кому понравилось, поставьте мне пальчики. Мне будет очень приятно. Кто не подписался, подписывайтесь. И обязательно заходите на Яндекс.Дзен. Так как неизвестно, что будет с Ютубом. И кто не хочет меня потерять, жду вас на Яндекс.Дзене. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!